Приветствую, друзья! Буквально на днях снова вспыхнули разговоры о третьем поединке Геннадия Головкина и Канело Альвареса, после того, как стало известно, что мексиканец не может договориться о поединке с Кейлебом Плантом, чемпионом IBF во втором среднем весе. Очевидно, для 39-летнего казахстанца это прекрасная возможность подзаработать деньжат и со спокойной душой, всем все доказав, уйти на пенсию. Но, как по мне, такой бой, учитывая возраст Triple G, уже практически лишен интриги и спортивной составляющей, и такое зрелище, конечно, доставит немало боли фанам, которые еще живут былыми воспоминаниями. В этом видео предлагаю вспомнить те времена, когда Геннадий Головкин был одним из лидеров паунда и жестко, один за другим, уничтожал претендентов на свои титулы. Вашему вниманию 14 эффектных сногсшибательных ударов от лучшего средневеса прошлого десятилетия, после которых соперники отправлялись изучать канвас ринга. Поехали! Начнем с 22-го поединка Головкина на профринге против американца Лахуана Саймона. Для Triple G это была третья защита пояса WBA, а также возможность завоевать вакантный пояс IBO в среднем весе. В предыдущем поединке Геннадий испытал немало проблем с Касимом Аумой, все-таки победив африканца техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой с Саймоном также не должен был стать легкой прогулкой для чемпиона, но ближе к концу первого раунда Геннадий контратакует левым хуком и неожиданно быстро заканчивает этот бой. Опа! Левый боковой. Что, все? Так. По-моему, все. Ой-ой-ой. Нет, ну я как-то подольше рассчитывал. Ну там глубокий нокаут. Super G Broksa! 1 сентября 2012 года дети пошли в школу, а Triple G преподал жесткий урок бокса поляку Grzegorzu Proksie. Левый снизу по печени, зубодробительный апперкот, и в 4-м раунде претендент оказывается в нокдауне после встречного левого хука. Поднимается поляк и выживает, а после падения лицом вперед в начале 5-го раунда рефери останавливает бой. How tough is Proksie? No, the referee stops it. Nobuhiro Ishida! Седьмая защита Геннадия прошла в Монте-Карло, Монако. Духовитый японец Нобухиро Исида продержался почти 3 раунда. Жесточайший удар справа, и претендент вылетает за пределы ринга, как Матис или Акастрассе после столкновения с КамАЗом. Уже в следующем поединке Головкин, на радость американской публике, снова быстро разбирается с очередным претендентом, британцем Мэтью Маклином. Третий раунд влетает жесточайший левый снизу по печени, и все, кто занимались боксом, понимают, какую адскую боль испытывает британец. Спустя 4 месяца Головкин на легендарнейшей арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке встретился с американцем Кертисом Стивенсом. Можете себе представить, этот парень додумался сделать гроб для казахстанца, то ли продвигая бой, то ли пытаясь сломать ментально чемпиона. Второй раунд. Мощнейший левый хук отправляет Кертиса на канвас ринга. Зацените это выражение лица американца. Да, дружище, в бою шутки и трэш-ток закончились, и приходится по-настоящему отвечать за свои слова и поступки.
Misses with the left hook. Lands a right hand. Wobbles Stevens with it. Now right hand body shot. Golovkin, pressure, pressure, pressure. Hard right cross. Breaking him down. Press. Tremendous left hand body shots by Golovkin. 3 of them in this round. Thunder on the liver. Big right cross by Golovkin. Whipping Curtis Stevens into the corner. После 8-го раунда команда Стивенса отказалась от продолжения поединка. And they're gonna stop it in the corner. That's a great stoppage. Благодаря убедительнейшим победам над Исидой, Маклином и Стивенсом, Геннадия Головкина признали лучшим боксером 2013 года независимо от весовых категорий. 10-я защита титула чемпиона мира в среднем весе против Ганса Асуману Адама. Wer diesen Kampf gewinnt, sondern vielmehr darum, wie lange der Gegner, der hier schon in der ersten Runde klar Druck macht und zeigt. Der Chef im Ring ist kommt, die rechte und mit den Kopf. Последние секунды первого раунда убойнейший правый оверхенд Геннадия валит соперника на канвас ринга. И сразу звучит гонг, который спасает претендента. Diesen heftigen Treffer in der 1-minütigen. Und da kommt der Haken von В 6-м раунде Адама снова побывал в нокдауне, а в начале 7-й трехминутки африканец падает после точного джеба Triple G. В том же раунде, пожалев претендента, рефери решил остановить это одностороннее избиение. В следующем бою Головкин встретился с бывшим чемпионом мира австралийцем Дэниелом Гиллом. Поединок проходил по стандартному сценарию казахстанца – прессинг, нокдаун, а затем в конце 3-го раунда убойная пушка справа вынуждает претендента капитулировать. И снова это напоминает лобовое столкновение малолитражки с грузовиком. В октябре 2014-го Геннадий встретился с опытнейшим мексиканцем Марко Антонио Рубио. Претендент на взвешивании почти на 1 килограмм превысил лимит среднего веса, за что заплатил штраф. Но в бою это никак не помогло Рубио. Второй раунд – успешная атака чемпиона, а затем фирменный нестандартный боковой удар Головкина заканчивает этот бой и переносит в коллекцию Triple G временный пояс WBC. Тринадцатая защита против англичанина Мартина Мюррея. 4-й раунд, хук правой по печени, и Мюррей, испытывая адскую боль, как бы не хотел выстоять, садится на колено. Бой продолжается, Головкин настигает британца, и еще один удар правой по корпусу снова сажает Мартина. Seconds left. Martin Murray has now tasted the real Gennady Golovkin. Second opportunity to opt out. Murray continues. Геннадий добивает претендента, и вдруг рефери послышался гонг об окончании раунда, в то время как на добивание оставалось еще 17 секунд. Мюррей выдохнул, бой продолжился, и гонг все равно прозвучал раньше, чем должен был. Вероятно, так хотели продлить удовольствие богатой публики в Монте-Карло, и почти удалось. Последние секунды 10-го раунда, и это 10-й сногсшибательный удар Головкина. Тяжело поднимается британец, и его снова спасает гонг.
В начале 11-й трехминутки рефери останавливает бой, как говорят в любителях, за явным преимуществом. 16 мая 2015 года 33-летний Геннадий сокрушает еще одного американца, безударного технаря Вилли Монро-младшего. Второй раунд. Фирменный прессинг и жесточайший левый хук Головкина. Вот это удар! Добивание и Монро снова в нокдауне. Удивительно, но претендент сумел собраться и даже забрал в свой актив 4-й раунд. Но в начале 6-й трехминутки ударная мощь казахстанца сделала свое дело. Таким образом, Геннадий одержал 20-ю подряд досрочную победу. Спустя полгода на атмосферной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин проводит первый объединительный бой против чемпиона IBF, канадского нокаутера Давида Лемье. Мнение экспертов по поводу фаворита в этом бою разделилось, но Triple G смотрелся куда более убедительней в каждом раунде, чем явно слишком нервничающий Лемье. Большие проблемы у канадца начались в 4-й трехминутке, а в 5-м раунде влетает левый снизу по печени и Давид садится. Иногда разницу в классе может компенсировать характер и дух воина, и с этим у Лемье, конечно, полный порядок. Он держался как мог, но это не тот случай. В середине 8-го раунда рефери Стив Уиллис останавливает бой и спасает канадца от неминуемого нокаута. Глядя на послужной список Головкина, удивляет, что на раннем этапе карьеры казахстанца в Германии 3 соперника сумели выстоять до финального гонга, а сейчас перед поединком с непобежденным Домиником Уэйдом Головкин добыл уже 31 досрочную победу из 34. Во втором раунде Головкин шокирует претендента левым апперкотом. А затем убойный удар справа, после которого Уэйд, такое ощущение, что утратил связь с реальностью. И последний 14-й сногсшибательный удар уже 37-летний Головкин нанес также непобежденному канадцу Стиву Роллсу. В 4-м раунде Головкин запрессовал соперника возле канатов и со стойки левши отправил Роллса в глубокий нокаут. Так Геннадий убедительно вернулся после второго поединка с Канело, в котором казахстанский нокаутер был лишен всех своих титулов, собранных за 12 лет карьеры. Как это было, думаю, все вы прекрасно знаете. На этом все, друзья. Напоминаю, что на канале уже есть эффектный ролик 14 сногсшибательных ударов Ломаченко. Пишите в комментариях сногсшибательные удары какого боксера вам бы хотелось посмотреть больше всего, и мы обязательно сделаем такое видео с самыми часто упоминаемыми вами боксерами. Всем добра, до новых встреч!